Привет, Арми! Наконец-то загадка, витавшая в воздухе с начала декабря, начинает обретать форму. Все предположения, которые мы обсуждали на прошлой неделе, слова Тэхьона, его загадочные выражения лица, действия продюсеров, даже неявные сигналы, постепенно начинают обретать ответы. Арми, прежде чем мы углубимся в тему, позвольте мне спросить вас кое-что. Вы это почувствовали? Тонкую вибрацию, которая начала ощущаться в начале декабря, изменение атмосферы внутри фандома, ощущение, что мы все стоим перед чем-то большим, чем-то, что еще не было объявлено. Никаких тизеров, никаких явных подсказок, но с каждым днем это ощущение становилось все более реальным, как медленно открывающаяся дверь, и только Арми были достаточно чувствительны, чтобы услышать петли. И сегодня перед нами наконец-то упал большой кусок, который заставляет всю декабрьскую загадку начать складываться воедино. Тэхьон официально объявил о выпуске своей рождественской песни, созданной в сотрудничестве с KRM-PO и Кауфи под названием «Jingle Berry», релиз которой состоится 16 декабря 2025 года. И в этот момент все фандомное сообщество сразу же осознало одну вещь. Все эти декабрьские намеки не были случайностью. Тэхьон ждал чего-то в этом месяце, чего-то, что он хотел выпустить, чего-то, что он тщательно скрывал. Его слова на прошлой неделе «Сейчас декабрь, поэтому, конечно, я должен прийти» теперь звучали не просто как обычное приветствие, а как приглашение. Приглашение на момент, к которому он тихо и целенаправленно готовился. Однако, что делало эту ситуацию еще более интригующей, так это не только сама песня, но и возобновившиеся предположения. Был ли к этому причастен Чонгук? Арми начали замечать нечто, что все труднее было игнорировать. Каждый раз, когда Тэхьон месяцами готовился к чему-то важному, всегда всплывало одно имя и всегда повторялась определенная закономерность. И в этом году закономерность повторилась. Чонгук. Их творческие отношения никогда официально не объявлялись, никакой пресс-конференции, никакого публичного заявления, но закономерность была слишком устойчивой, чтобы быть случайностью. Каждый раз, когда Тэхьон выпускал работы с мягким, теплым или зимним настроем, Чонгук часто присутствовал, не перед камерой, а за музыкой, через тонкие гармонии, легкое перебирание струн гитары или легкий оттенок его фирменного тембра. И на этот раз атмосфера казалась очень знакомой. Армии не просто говорили, они читали закономерности. В преддверии объявления Jingle Berry аккаунты нескольких продюсеров, композиторов и даже некоторых плейлистов внезапно активизировались, а затем снова замолкли после объявления. Чонгук следовал той же схеме. Никаких новых постов, никакой заметной активности, но Арми знали, это было самое опасное молчание. Молчание, которое обычно наступало, когда он был вовлечен в что-то неожиданное. Некоторые фрагменты начали складываться. Благодаря фанатам. Композитор, близкий к Тэхьону, написал «Скоро увидимся». Другой продюсер опубликовал зимние эмодзи и музыку. Один из музыкальных аккаунтов, подозреваемых связанных с Чонгуком, был активен, а затем исчез. Время было слишком точно, слишком синхронизировано с декабрьской датой, которую Тэхьон упоминал раньше, слишком спокойно, чтобы считать это дикими домыслами. Тогда возник главный вопрос. Тэкук снова вместе? В творческом плане? Оглядываясь назад, музыкальная связь Тэхьона и Чонгука никогда по-настоящему не исчезала. Они долгое время делили студийную площадку. Иногда это было очевидно, иногда скрыто. Просто два музыканта, которые понимали друг друга без особых объяснений. Чонгук один раз сказал: «Мне больше всего нравится работать с людьми, которые понимают мое музыкальное направление без необходимости что-либо объяснять».
И для многих эта фраза идеально описывает Тэхёна. Если они снова будут двигаться в том же темпе в декабре, это не станет сюрпризом. Это просто продолжение шаблона, который никогда по-настоящему не заканчивается. И нужно подчеркнуть одну вещь. Речь идет не о шиппинге. Это не о ярлыках, это не об экстремальных теориях. Это о двух музыкантах со строгой творческой связью, которая часто проявляется, когда публика меньше всего этого ожидает. Текущая атмосфера в фандоме очень напоминает предыдущие ключевые моменты, когда они молчали, но их музыка была готова заговорить. Если Чонгук действительно участвует в Джингл Берри, он может быть не в центре внимания. Он может присутствовать как тонкая гармония, вокальный слой или как аранжировка, добавляющая тепла и глубины. У Тэхёна глубокий, мягкий голос, у Чонгука невероятный контроль над голосом и техника наложения звуков. Когда они объединяются, результат всегда кажется эмоциональным, интимным и личным. И если это произойдет в декабре, то «Джингл Берри» — это не просто рождественская песня. Она символизирует, что творческая связь все еще существует, все еще жива и все еще говорит через музыку. Время покажет. Но одно ясно — это не просто дата релиза, это ответ, это совпадение всех маленьких знаков, которые он оставил. Будет ли за этим голосом другой голос? Будет ли гармония, которую мы слышим, казаться нам более знакомой? Чем мы думали. Нам осталось ждать всего несколько дней. Что бы ни произошло, одно можно сказать точно. В этом декабре нас ждет нечто редкое — любопытство, энтузиазм и волнение, которое возникает только тогда, когда у Тэхёна есть сюрприз. Так что готовьтесь, армия. Следующая чепта приближается с неудержимой скоростью. Если вам понравилось это обсуждение, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы поддержать этот канал. Делитесь своими теориями и мнениями в комментариях, потому что анализ армии всегда потрясающий. И не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить следующее важное обсуждение. Увидимся в следующем видео, потому что эта история еще не закончена. Декабрь еще не все раскрыл, и то, что произойдет после этого, может все изменить. Спасибо, армия. Намеки Тэхёна на прошлой неделе, вопрос больше не висит на волоске. Он действительно что-то готовит к декабрю. И теперь мы видим это ясно. 16 декабря.